Всем привет, всем добрый вечер. Привет, привет. Меня слышно, видно, нормально? Спасибо, девочки, за обратную связь. Подождем несколько минут, пока присоединятся остальные. Здравствуйте, здравствуйте, всем привет. Поздравляю всех с Новым годом. Это у нас первый эфир в этом году. Тема нашего эфира сегодня — температура и кашель. Очень много деток сейчас болеют, многие с температурой, с кашлем обращаются и на приеме у меня, и в директ пишут мне. Сегодня расскажу вам более подробно об этих симптомах: повышенная температура и кашель. Расскажу, что делать, когда стоит переживать, когда не стоит переживать. В общем, расскажу и в конце эфира, как обычно, отвечу на ваши вопросы. В общем, я буду начинать. Остальные девочки, присоединяйтесь, мамочки, подписчики. Вот. Эфир я обязательно сохраню. Вы сможете посмотреть на повторе, пересмотреть. Кто присоединится позже, сможете посмотреть. Вот. Значит, сегодняшняя тема — повышенная температура, да. Во-первых, я хочу сказать, что повышенная температура у ребенка — это не заболевание. То есть это симптом, который сопровождает какие-либо заболевания. Касательно детей раннего возраста, это в основном вирусные инфекции. В большинстве случаев повышение температуры в детском возрасте — это вирусная инфекция у ребенка. Вот. Повышенную температуру тела всегда рекомендую измерять. То есть ваши субъективные ощущения, они могут иногда быть обманчивы. Часто, то есть, приходят мамы ко мне и говорят, что у ребенка была повышенная температура, но я не измеряла температуру, да. Я всегда рекомендую, если вы подозреваете, если вам кажется, что у ребенка повышенная температура, измерьте температуру. Измерьте, зафиксируйте обязательно, либо запомните, да, либо запишите. То есть это важно, когда началась температура, с каких цифр началось. Если ваш ребенок ходил абсолютно здоровым, так, меня что, не слышно? Что с эфиром, спрашивают? Ответьте, пожалуйста, напишите, слышно ли меня? Асель пишет, что не слышно. Все, спасибо, спасибо. Спасибо, что, спасибо за обратную связь. Это значит, что-то там у вас неполадки с интернетом. Так. В общем, всегда температуру измеряйте, фиксируйте. Если ваш ребенок ходил абсолютно здоровый, и тут резко повысилась температура тела у ребенка 38 и выше, это однозначно у вас вирусная инфекция. И такие вирусные инфекции, они обычно протекают так, что вы даете жаропонижающий препарат, и ребенку температура спадает у ребенка, ему становится легче, и ребенок себя чувствует, как будто бы ребенок абсолютно здоров, как будто бы ребенок и не болеет. Вот. Это типичное течение вирусной инфекции. Конечно, да, необходимо показать ребенка врачу, в чем причина, но паниковать не нужно, да. Если у вашего ребенка повысилась температура, дайте жаропонижающий препарат. Если, смотрите, часто возникает вопрос, при какой температуре необходимо давать жаропонижающий препарат. Да, теоретически идет такое, что температуру мы начинаем сбивать, когда температура поднимается выше 38,5 градусов. То есть обязательно нужно измерять температуру. Если температура выше 38,5, мы обязательно, однозначно, без колебаний даем жаропонижающий препарат.
Если температура меньше 38,5 и при этом ребенок чувствует себя в целом неплохо, хорошо переносит, то температуру такую сбивать не нужно, потому что это ответная реакция организма, да, это защитная реакция организма. Когда высокая температура, наши клетки крови двигаются быстрее, и, соответственно, как бы защита, ответная реакция идет быстрее. Если ребенок чувствует себя плохо при температуре, допустим, есть дети, которые при температуре даже 37,5 уже очень плохо себя чувствуют. То есть ребенок без конца спит, или наоборот, ребенок не спит, ребенок плачет без конца. То есть даже температура 37,5 доставляет ребенку большой дискомфорт. Поэтому температуру нужно такую сбивать. Если эта температура доставляет ребенку очень большой дискомфорт, температуру даже при 37,5 уже рекомендуется сбивать. Также детям, у которых есть в анамнезе фибрильные судороги, то есть судороги на высокую температуру, мы тоже ничего не ждем, сразу сбиваем, даем жаропонижающий препарат. Вот. Очень важно при повышении температуры частое проветривание помещения, да, где находится ребенок больной, и обильное питье. То есть бывают случаи, когда температуру мы можем сбить просто обильно отпаивая ребенка. Во время повышения температуры ребенок может потеть, происходит испарение. Во время испарения, да, происходит охлаждение тела. И, соответственно, когда ребенок потеет, влага теряется. Поэтому ребенку необходимо давать много питья. Также во время высокой температуры у ребенка немного учащается дыхание, что тоже способствует потере влаги из организма. Обильное питье. Как посчитать, сколько давать жидкости во время простуды, да? Это идет по весу ребенка, примерно 50-100 мл на килограмм веса. То есть, допустим, если ваш ребенок весит, например, 10 килограмм, вы должны отпоить за сутки примерно 500 мл жидкости. То есть обильное питье обязательно. Какие же жаропонижающие препараты мы можем использовать при повышении температуры, да? При повышении температуры тела у ребенка допустимые препараты в детской практике это только ибупрофен и парацетамол. Аспирин ни в коем случае давать нельзя детям до 12 лет. Это препарат противопоказан, потому что у него побочные эффекты много для детей раннего возраста. Значит, парацетамол или ибупрофен. Какую форму выбирать, суспензионную или таблетированную, это уже ваш выбор. То есть тут зависит от того, что вам проще дать, или что дома есть, или, может быть, у ребенка аллергия на суспензионные формы, на сладкое, да. В принципе, таблетированные формы для детей раннего возраста тоже мы можем давать в измельченном виде, но здесь важно учитывать, чтобы правильно дозировать эту таблетку. То есть, например, ибупрофен, у него, если таблетированная форма, минимальная дозировка идет 200. Если для вашего возраста подходит, тогда можно. Отделить, допустим, ибупрофен таблетку очень трудно. Парацетамол таблетку, допустим, можно разделить, если это необходимо. Вот. То же самое касательно свечей или формы выпуска свечей или сироп. Да? Часто такой вопрос задают мне мамы, что лучше дать, сироп или свечи. Здесь тоже все индивидуально, что вам больше помогает. Кому-то больше подходят свечи, кому-то больше подходит сироп. Вот. Аналогов сейчас у нас жаропонижающих препаратов очень много. Главное, смотрите на состав. То есть это должно быть ибупрофен или парацетамол. Теперь, когда вы даете ребенку жаропонижающий препарат, ребенок через какое-то время начинает потеть. Где-то через 20 минут, иногда через 30 минут ребенок начинает потеть. Вот когда ребенок начинает потеть, ребенка необходимо раздеть, по максимуму раздеть. То есть, чтобы одежда не препятствовала потоотделению, потому что во время потоотделения идет снижение температуры тела, да? Вот. Одежду рекомендуется носить всю из натуральных тканей, чтобы это был хлопок, да, такой вот, что-то натуральное, что, как говорится, тело, чтобы дышало. Вот.
Бывает такое, что когда температура очень высокая у ребенка, то происходит спазм периферических сосудов, и у ребенка холодные конечности, холодные руки, холодные ноги. В этот момент ребенка обязательно нужно согреть, сделать массаж, согреть, можно даже грелочки, ну, одеть ребенка, можно использовать грелку, да, чтобы согреть ребенка, чтобы периферические сосуды немножко расширились. Вот. А когда вы даете жаропонижающий препарат и ребенок начинает потеть, нужно ребенка раздеть в этот момент. Не забываем про обильное питье, да, вот. Что еще по поводу температуры хотела сказать? Потом, допустим, смотрите, когда температура бывает очень высокая, допустим, 39, да, у ребенка температура, и вы даете жаропонижающий препарат, не пытайтесь эту температуру сбить до нормы. То есть, например, вы дали ребенку препарат при температуре 39, ибупрофен, например, и у вас после этого температура снизилась на 37, например, то это нормально. Не пугайтесь этого. Главное убрать вот эту вот опасную высокую температуру, при которой идет спазм сосудов и при которой идет гипоксические проявления, да, в первую очередь страдает головной мозг. Вот. То есть главное убрать эту опасную температуру и не пытайтесь сбить температуру до нормы. Пусть она сбивается до 37, например. Потом не забываем, что жаропонижающие препараты, они могут быть токсичны для детского организма. Поэтому обязательно соблюдаем дозировку и интервал. Интервал должен быть минимум 4 часа. Это минимум, да. Если вам хватает на больше, допустим, на 6 часов, на 8 часов, кто-то вообще один раз, например, даст препарат, и уже температура не повышается, то значит вы температуру даете, значит вы препарат жаропонижающий даете с большим интервалом, да, ну пусть это будет 8 часов, но минимум интервал 4 часа у вас должен быть. Чаще не давайте, потому что вы можете отравить своего ребенка. Вот. Также практикуется такое, что когда, например, препарат не сбивает температуру, когда температура очень высокая, можно чередовать препараты вот разные формы. То есть, допустим, вы дали суспензию, сироп, да, ребенку, температура не спадает, либо спала и уже не хватает интервала, через 2 часа ребенок снова у вас горит, тогда вы можете применять другую форму, например, суппозиторий, свечку, да, поставить. Допустим, выпили вы ибупрофен, а свечку можно поставить парацетамол, там цификон, парацетамол, в общем, парацетамол содержащий. Вот. Также облегчить состояние ребенку вы можете с помощью обтирания. При помощи обтирания, то есть вы усиливаете процесс испарения с кожи, да, и температура тела будет снижаться. Но вот здесь вот очень важный момент, что обтирание мы делаем просто теплой водичкой. Просто теплой водичкой без добавления уксуса, спирта, водки и так далее. Основной компонент это теплая водичка, потому что при частом обтирании, например, спиртом или уксусом, тоже можно ребенка отравить, потому что идет всасывание через кожу этих веществ. Ребенку можно сделать отравление. Поэтому обтирание просто теплой водичкой с упором на естественные складки. То есть это шейные складки, да, подмышечные складки, подлоктевые, паховые, подколенные. Вот, с акцентом на естественные складки можно сделать обтирание ребенка. Но вот это обтирание вы должны делать теплой водичкой, чтобы у ребенка не возникла дрожь. И когда у ребенка очень высокая температура, 39, и ребенку холодно, в этот момент обтирание делать нельзя, потому что вы еще больше вызовете спазм сосудов. Обтирание вы делаете после жаропонижающего препарата. Например, вы дали жаропонижающее, вы чувствуете, у ребенка
у ребенка стали холодные, теплые, горячие руки и ноги, ребенок начинает потеть, и в этот момент, чтобы побыстрее и посильнее сбить температуру, вы можете сделать обтирание теплой водичкой. Вот. Здесь у нас есть вопросы по поводу температуры. Сейчас я отвечу. И потом мы перейдем с вами к кашлю. Так, я уже потеряла здесь ваши комментарии. В общем, я начну вот с этого, который я нашла. Если я что-то пропустила, вы, пожалуйста, напишите еще раз. Температура 38,7. Пришла врач, сказала бронхит острый, назначила антибиотики. Можно ли обойтись без них? 6 месяцев всего. Вот, по поводу того, что температура высокая, например, смотрите, температура 38,7 или больше или меньше, это не является показанием или противопоказанием для назначения антибиотиков. То есть этих данных для меня недостаточно, что температура 38, но врач сказала острый бронхит. Тут, в общем, для меня требуется осмотр. Есть ли там бронхит действительно, нужны ли антибиотики. Часто бывает такое, что температура у вас вирусная. Сколько дней она держится, я не знаю. То есть здесь нужно учитывать анамнез, сведения ваши. Но при бронхите, да, антибиотики часто назначаются. Говорить о том, что антибиотики не нужны, я тоже не могу, если есть уже бронхит. Вот. Но бывает, что бронхит вызван вирусной инфекцией, и антибиотики бывает, что не нужны. Вот. Здравствуйте. Луна, образный вырез на голове. Значит ли это признаки рахита? Так, я не совсем поняла вопрос. Тема эфира, я еще раз вам напомню, у нас температура и кашель. Давайте, пожалуйста, будем задавать вопросы по теме эфира, да? При белой лихорадке можно ли обтирание? Вот когда идет белая лихорадка, это идет как раз-таки спазм периферических сосудов, да? Прежде всего нужно снять этот спазм, а потом уже делать обтирание. О чем я и говорю. То есть белая лихорадка — это когда холодные конечности, когда ребенку холодно, когда идет спазм сосудов. В этот период обтирание делать не рекомендуется. Сначала ребенка нужно согреть, дайте жаропонижающий препарат. Когда у ребенка начнется потоотделение, когда ребенок начнет потеть, когда у ребенка будут холодные руки и ноги согреются, вот эти холодные, станут горячими, лицо может краснеть у ребенка, да, тогда вы делаете обтирание. То есть, когда ребенку холодно, когда есть спазм сосудов, обтирание противопоказано, потому что это еще больше усугубит спазм сосудов, у ребенка возникнет дрожь, и температура от этого не спадет. Так, в общем, теперь как бы вторая часть нашего эфира – это кашель. Хочу поговорить с вами про кашель. Кашель – это тоже симптом такой, защитное приспособление нашего организма, да. Кашель – это тоже не диагноз, да, это симптом. Как повышение температуры и кашель – это симптом. Вот. Очень часто у меня спрашивают в вопросах, в директах, спрашивают, у ребенка кашель, чем лечить, подскажите. Я всегда говорю, я даже провожу вот онлайн-консультации, если это касается кашля, онлайн-консультация неуместна. Для того, чтобы назначить адекватное лечение при кашле, мне требуется осмотр. Потому что кашель – это наш защитный рефлекс, да, защитное приспособление. То есть, когда есть что-то инородное в бронхах, в горле, что-то попадает инородное, организм реагирует ответной реакцией кашлем. То есть, организм пытается самостоятельно выплюнуть, так скажем, избавиться от того, что не нужно. Причиной кашля может быть воспаление в носу, да, элементарно насморк, то есть сопли затекают, раздражают там слизистую у нас в горле, начинается кашель.
тогда мы, естественно, лечим нос, да, то есть промываем нос, орошаем там морской водой, очищаем нос. Если кашель идет из горлышка, бывает, тогда мы лечим, соответственно, горло и так далее. То есть если, то есть зависит от локализации кашля, откуда кашель, причина кашля, да. Поэтому по поводу кашля, например, назначение онлайн и назначение по сообщению я давать не могу. То же самое касательно мокроты. Мне часто говорят, у нас мокрота, что нам попить? Мокрота тоже, она может скапливаться по-разному. Часто мокроту путают просто с соплями, которые сопли затекают, она звучит как мокрота. Мокрота скапливается в горле, мокрота из бронхов идет. Здесь, в общем, важно учитывать механизм возникновения и место возникновения кашля, да. Кому-то требуются антибиотики, кому-то не требуются антибиотики. То есть все решается индивидуально после осмотра. Также вот в назначении лечения при кашле моими помощниками являются дополнительные методы исследования, да, то есть для меня при лечении кашля основное это общий анализ крови, то есть когда это острый кашель идет, допустим, возник 2-3 дня, я назначаю, чтобы посмотреть, какая это инфекция, вирусная, бактериальная, допустим, только по клинике не всегда понятно. Единственное, что хочу я вам сказать, что очень часто кашель, в основном часто у детей, да, кашель возникает при воспалении верхних дыхательных путей, то есть это нос и горло. Не нужно пытаться сразу делать ингаляции, сразу давать антибиотик, чтобы кашель прекратился. То есть кашель это неплохо, да, кашель это хорошее приспособление, хороший рефлекс нашего организма. Вот. И не нужно пытаться кашель подавить сразу же в первый день. Вот. Очень модные у нас ингаляции идут, то есть ребенок покашлял 2-3 раза, сразу делают ингаляцию у нас. Я, например, ингаляции назначаю тоже только по показаниям, сразу при первых признаках, при первом подкашливании делать ингаляции не рекомендую. Очень часто у нас любят различные сиропы давать от кашля. То есть у нас реклама очень развита провизорные вот эти вот рекомендации в аптеках у нас. А вот этот сироп хороший, а вот дайте вот это вот от кашля. Хочу вам сказать, дорогие мои мамочки, что с первым подкашливанием, когда у ребенка просто легкое подкашливание 1-2, не нужно давать там сразу сироп, потому что все сиропы, они механизм действия какой у них, да, они начинают вырабатывать много мокроты. То есть, да, кашель становится влажным, кашель становится вроде бы как бы помягче, но мокроты очень много. Эта мокрота, она может как бы давать осложнения в виде бронхитов, потому что вот эта мокрота начинает много-много вырабатываться, она опускается в бронхи, и то есть как раз-таки происходит опущение инфекции. Вот, то есть сиропы я тоже не люблю так назначать часто, широко применять, как у нас это делают. Потом удивляются, что ребенок кашляет очень длительно. Как раз-таки вот эти вот сиропы способствуют тому, что за счет выработки мокроты в большом количестве способствуют затяжному и длительному кашлю. Некоторые у нас любят давать сразу противокашлевые препараты, такие как синий-код, например, да. Эти препараты тоже давать я не рекомендую, потому что, как уже я говорила, кашель – это защитное свойство организма, не нужно его подавлять, пусть кашляет. А когда есть мокрота у ребенка, когда у ребенка влажный кашель, тогда я даже рекомендую вам стимулировать кашель. Кто был у меня на приеме, наверное, многим я рекомендовала делать стимуляцию кашля. То есть, когда вы слышите у ребенка, что вот в горле стоит мокрота, просто ребенок сидит, и у него начинается такое гыр-гыр-гыр-гыр-гыр мокрота, да? Вот. У ребенка, у детей слабый кашлевой рефлекс, то есть они не понимают, что здесь стоит мокрота, и его нужно откашлять. Или за счет того, что еще у них слабо развиты мышцы
грудной клетки. То есть недостаточно силы, чтобы все это отхаркнуть и откашлять. Поэтому маленьким деткам, у которых стоит в горле мокрота, вы слышите, нужно делать стимуляцию кашля. Как делать стимуляцию кашля, у меня там есть в постах. Я записывала видео, можете посмотреть. Вот. Стимуляцию кашля. А если это ребенок уже постарше, который понимает, то вы должны просить ребенка. То есть, допустим, ребенку где-то 3 годика, если, и вы слышите, что стоит мокрота, просите ребенка кашлять. Покашли, то есть, чтобы мокрота вышла. И, конечно же, в лечении кашля очень важно, опять-таки, обильное питье. Обильное питье, прогулки на свежем воздухе. Вот. Многие боятся, не выходят гулять, когда есть у ребенка кашель. Кашель – это не противопоказание для прогулки. Выходите, гуляйте. Во время кашля происходит очищение верхних дыхательных путей. Единственное, что хочу сказать, когда есть ларингоспазм, например, или бронхоспазм, то холодный воздух, он может усугубить вот этот спазм гладкой мускулатуры бронхов или голосовых связок, да. Поэтому, если есть у вас, допустим, ларингоспазм или бронхоспазм, обструктивный бронхит, иначе говоря, или ларингит, то в такой мороз выходить на улицу не рекомендую. А в теплое время года гуляйте, несмотря даже на ваш кашель. А высокая температура, она, да, является противопоказанием для прогулок, потому что у ребенка плохое самочувствие, как бы, да, ему нужен покой, домашний режим, полупостельный, домашний такой щадящий режим. Вот. А если самочувствие у ребенка хорошее, просто есть кашель, на прогулку выходить можно. Вот. Это вот то, что я хотела вам рассказать по поводу кашля, по поводу высокой температуры. Задавайте ваши вопросы, я отвечу на ваши вопросы. Вот, теперь и после этого эфира, я думаю, что многие меня услышали, да, многие меня поймут, что назначение по кашлю, какие-то рекомендации я вам давать не могу онлайн, или вот просят просто иногда подскажите, что делать, там ребенку там столько-то, 5 месяцев, ребенок кашляет, что делать. Я всегда пишу, приходите на осмотр, потому что мне нужно посмотреть, послушать, да, что у ребенка, если у ребенка хрипы, от этого зависит тактика лечения. От локализации кашля, от причины кашля зависит уже тактика лечения. Вот. Здравствуйте, спасибо большое. Пожалуйста, надеюсь, эфир был полезным. Теперь вы знаете, да, что делать, когда у ребенка высокая температура. Вот. И, кстати, хочу еще вам рассказать и дополнить про опасные признаки, про которые я всегда и везде говорю, но скажу об этом еще раз, да. Если у ребенка рвота фонтаном после каждого приема пищи, да, если ребенок не может кушать, не может пить, не может сосать, если ребенок летаргичен или без сознания, если у ребенка судороги, вызывайте скорую помощь обязательно. Если у ребенка затрудненное дыхание, если ребенок, ну, как бы тяжело дышит, если ребенок без конца плачет, пронзительный плач, ничего не помогает, ничего не успокаивает ребенка, вызывайте скорую помощь. Это опасные признаки, которые требуют скорой помощи. Вот. Как быть, если сопли вязкие уже никак не проходят? Здесь опять нужно более подробно изучать, да, ваш случай, конкретно ваш случай, то есть не требуется сбор анамнеза. Так вот просто как поверхностные рекомендации, это я могу вам сказать: обильное питье обязательно и очищение носа с помощью морской воды, там, солевыми растворами по мере необходимости. Чем чаще, тем лучше. Если ребенок умеет отсмаркиваться, сморкайтесь, если не умеет, тогда используйте аспиратор. Вчера не смогли к вам попасть, мы вызвали врача, извините, что записались и не пришли.
Да, у меня все равно бывают такие случаи, когда у меня записываются и не приходят на прием. Если честно, немного неприятно, потому что были дети, которые хотели попасть на прием, но не смогли. Ну ладно, в общем, не будем об этом. Главное, пусть ваши детки будут здоровыми. Здравствуйте, сохраните, пожалуйста, эфир. Эфир сохраню обязательно. Так, у нас 4-й день температура, 2-й день пьем аугментин. Температура держится на 37,1. Ребенку 8 месяцев. Сколько может держаться такая температура? Вот смотрите, температура при вирусной инфекции, вот в 90% случаев у маленьких детей до 5 лет это вирусная инфекция, которая не требует назначения антибиотиков. Другое дело, когда уже у ребенка, допустим, вирусная инфекция, и на фоне вирусной бывает присоединяется бактериальная инфекция. Тогда, да, антибиотики нужны. Но, например, высокая температура, она не является показанием для назначения антибиотиков. То есть раньше, по старым данным, считалось, что при ОРВИ температура держится 3 дня. Если температура держится более 3 дней, то там уже присоединяется бактериальная инфекция, это требует назначения антибиотиков. Но в последнее время данные изменились, да, температура при вирусной инфекции, она может держаться от 3 до 5 дней. Вот, кстати, хороший вопрос, да, потому что я забыла об этом сказать. При вирусной инфекции температура держится от 3 до 5 дней. Пик ее приходится на 2-3 день обычно, да. И смотрите, если, допустим, в первые дни у вас была температура 39, там 38,5, а потом уже там на 4-й день немножко температура спадает уже, да, начинает уже спадать, то есть максимальная высота температуры мы учитываем. В первые дни, если максимально там выше 38, а в последующие уже там 37, то это говорит уже об улучшении состояния ребенка. Если даже температура поднимается, опять же, до таких высоких цифр, но интервалы становятся длиннее. То есть, например, в первые дни прям каждые 4 часа вы замечаете, что температура поднимается прям каждые 4 часа, а в последующий, там, на 4-5 день эти интервалы становятся длиннее, например, 6 часов или там 8 часов, или температура поднимается только к вечеру, например, да, то это тоже говорит об улучшении процесса, об улучшении состояния, что это течение инфекционного заболевания, да, вот. Антибиотики назначены, если антибиотики, то их эффект должен наступить в течение первых 72 часов, то есть в течение первых 3 дней. Если в течение 3 дней после приема антибиотиков улучшения не наблюдается, значит антибиотик неэффективен или просто был не нужен, например. Врач осмотрел, сказал, горло красное, назначил антибиотики, да, вот, ну, если вы начали пить, пейте, в течение 3 дней должно наступить улучшение на фоне приема антибиотиков, вот, если этого не наступит, значит, вам антибиотик не нужен, либо он вам неэффективен. Вот, дочке D3 давала до года, сейчас не даю. Пожалуйста, вопросы по теме, хорошо? Постпрородничок у меня есть. Почитайте, поищите в ленте. 5 месяцев можно ли давать витамин С? В 5 месяцев витамин С давать можно, если нет у ребенка аллергии. Противопоказаний для витамина С нет, но скажу вам сразу, что в профилактических целях он неэффективен. То есть, когда ребенок болеет, допустим, тогда можно добавить витамин С как вспомогательную антиоксидантную терапию. Витамин С является хорошим антиоксидантом, который выводит токсины, да, при инфекции. А в профилактической дозе он, в принципе, неэффективен, его эффективность не доказана. Желательно ли ставить прививки зимой или лучше, когда тепло? От времени года не зависит, когда ставить прививки. Ставьте прививки по календарю прививок, по вашему возрасту. Ну все, вопросы больше мне не пишут.
Спасибо всем, кто был со мной. Очень рада была с вами встретиться здесь. Ой, что-то я тут наделала не то. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Всего вам хорошего. Эфир сохраню. Смотрите на повторе обязательно. Все. Всем пока-пока.